Занятие первое, этап первый, принятие. В конечном итоге то задача развития– это изменить себя и свою судьбу к лучшему. Да? Поэтому основной вопрос первый– результат, от чего зависит, какова роль привычек. Собственно, от чего зависит результат. Да? С одной стороны, все это прекрасно знают. Да, вера, сила, действие, да, ну и способность изменяться. Да. Поэтому сила– это, с одной стороны, преодолеть ту преграду, которая стоит между человеком и ее и целью, да, к которой человек идет. И второе, что такое сила, вот сколько мы вкладываем энергии, да, вот включить энергию на максимум и действовать, 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 действовать. Да. Сила– это вот способность действовать, преодолевая преграду. Если человек слабенький, он оправдывает, в конечном итоге его любимое выражение «а что я могу сделать?» Это любимая басня человека слабого. А что я могу сделать? Но лично ты, если это твое убеждение, ты ничего. А если человек сформирован, что ничто меня не остановит, то что он может все, что угодно. Да. Нужно научиться, дальше нужно подключить к жизни, сделать привычкой. И следующий шаг, чтобы эта привычка дала результат. Вот нужно доводить до того, чтобы это давало результат. Суть этапа. Вы получаете информацию, или вы уже получили там, даже не вчера, какую-то, большинство это много-много лет назад. Да? Вот ее получаете, и вы формулируете решение «я это сделаю», «я это веду в свою жизнь». Да? Но все начинается с принятия. О, это да, я это сделаю. Но не всегда идет принятие. Да? Это следующий вопрос. Первое. Как мы думаем, да, по принятию? Принятие. Зависит от того, как мы думаем. Рациональное мышление. А что мне это даст? Это сделает меня лучше, сильнее, эффективнее. Да, почему бы и не сделать? Нет, а зачем? Да, вот мышление рациональное. Первое, как человек думает, противоположное мышление, а я так не считаю. Но это нужно напрягаться, он думает проблемами. Мышление, да, это наоборот. Первое. Второе условие. Как в целом у человека работает иерархия, да, в сознании, иерархия ценностей, да, иерархия принятия решений. Если она выстроена по духовным принципам, то на первом месте что по этому поводу говорят духовные знания. Противоположный сценарий, а что по этому говорит моя гордыня. Это не важно, что я не супер-пупер, не чемпион, ну и так далее по списку. Первое, лучшее из возможных. Второе, приоритеты. Что говорят? Духовная система– это зачет. Ну и третье условие. Вот человеку нужно сформировать это опыт победителя. Да, вот. Сделал, получил результат, оценил его, закрепил его, опираюсь на него. Да, чтобы эта схема работала. И еще одна маленькая, но победа. Опора. Еще маленькая, но победа. Опора. Ценишь небольшие победы, значит, можешь прийти и к большой победе. А если человек, вот у него не хватает внутренней опоры, да, вот, опыта победителя, и вообще он не хочет быть победителем, он что бы ни сделал, он сразу это обесценил. Поэтому нужен опыт победителей, да, противоположное мышление обесценивает. Итого, чтобы работало принятие, мышление, сознание должно работать соответствующим образом. Это правильно, это по духовным законам делаю. Да? Поэтому по духовной иерархии кто выше, да, значит, иду за ними. Все, что в противоположную сторону, прощаюсь, да, и опыт победителя. Противоположное, еще разочек, в конечном итоге это защита колеи и собственных проблем. Колеи собственных проблем. И основано слушать не высшее, а свои проблемы, там, гордыню, опять же, страх и все остальное. То, что касается духовных сил, духовных знаний, когда человек начинает там обижаться, возражать, спорить,
Что он проявляет? Он проявляет неуважение к Богу, к закону, к учителю, к наставнику. Да и к самому себе в том числе. Да? Потому что некоторые проявления, неважно там, духовные, не духовные, они в принципе, ну, что хорошего, когда человек включает эмоции. Ну, даже на примитивном уровне это понятно, да? Ну, иногда это зашкаливает, да? Поэтому неуважение, непринятие высшее, с этим нужно попрощаться. Привычка там обижаться, там, возражать, претензии предъявлять, с этим нужно попрощаться. Но и обесценивание собственных усилий, собственных изменений, тех или иных достижений, это тоже, ну, как гордыня, ужасный порок. Точно так же топтать в себе, в своей судьбе все позитивное, это не менее ужасный порок. Да, вот основная задача, которую мы на сегодня с вами будем решать.